Сегодняшнее евангельское повествование начинается со слов: «Взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую их». Мы знаем, что в Евангелии от Матфея гора играет очень важную роль. Как раз, когда что-то происходит очень важное, как правило, это происходит на горе или у подножия горы. Но, во всяком случае, это связано с горой. Естественно, эта гора символически изображает гору Сиона, где Сионскую гору, где Моисей получил заповеди. Также и на горе Иисус Христос дает нам свои заповеди о блаженстве. И вот так же на горе Он преображается. Также на горе, надо добавить, Он покажется своим ученикам после воскресения. Мы можем себе представить эту сцену. Он берет с собой только 3 из учеников, тех 3, которые ближе всех Ему. Тех 3, которые также будут вместе с Ним на Гефсимании, когда Ему будет очень трудно. Вот этих 3, Петра, Иакова и Иоанна, Он приглашает с собой, и они вместе поднимаются на гору. И перед ними Он преображается. Это тоже очень важно, потому что, чтобы подняться на гору, нужно трудиться. Это не так просто. Бывает усталости, надо преодолеть какую-то усталость. И, как всегда, потом и бывает встреча с Богом. Очень интересно тот факт, что Иисус со своими учениками, живя с ними, Он чередует моменты общественной, скажем так, деятельности, когда Он проповедует, как Он совершает чудеса, и моменты, когда Ему важно остаться наедине с апостолами. И еще другие моменты, когда Ему важно остаться наедине со Своим Отцом, с Богом, и Он один молится. Это важно, потому что в Евангелии мы также читаем, что у них было так много дел, как раз исцеление, проповеди, что они даже не успевали поесть. Это написано в Евангелии. И тем не менее, с другой стороны, мы видим, что Иисус довольно часто таки уходит как раз на гору один молиться. Думаю, что очень важно и нам уметь чередовать моменты, когда мы должны уединиться с одним только Господом и с Ним разговаривать, то есть молиться. Также очень важно найти все-таки в нашем иногда очень переполненном графике, в нашем ритме жизни, найти моменты для отдыха. И вот, может быть, как раз летнее время для многих из нас есть такой момент. И вот самое замечательное, когда этот отдых и молитва будут сосуществовать. Вот специально как-то предвидеть в нашем графике, в нашем распоряжении времени такие моменты, не недели, когда можем отдыхать и можем быть наедине с Богом. Иисус преображается перед учениками своими, то есть показывает им свой свет, свою славу. Почему Он это делает? Как раз потому, что Он знает, что они Его увидят страдавшим. И чтобы они не потеряли веру в момент страдания, в момент Его страданий на кресте, на Гефсимании, до этого потом на кресте, чтобы они не потеряли эту веру, показывает Он им славу свою. Как раз об этом нам говорит тропарь праздника, что Он показал славу свою с тем, чтобы когда Его увидят страдавшим, они поняли, что это страдание добровольное. Как часто так бывает и в нашей жизни. Бывает, что есть моменты, например, в семье, когда какие-то недопонимания, какие-то ссоры, какие-то обиды. И вот эти моменты страдания, мы можем их преодолеть как раз если перед этим, после этого у нас бывают и будут другие моменты, моменты света, моменты в каком-то смысле славы Божией. Вот такие маленькие
каждодневные фаворы, такие маленькие и непродолжительные, но все-таки моменты созерцания, когда мы наедине с Господом, когда мы вспоминаем, как много мы от Него получили в жизни, получаем всегда. И тогда вот вспоминать свет нам помогает преодолеть моменты темноты и трудностей. Очень важны эти моменты славы, света, созерцания, но также важно не привязаться к ним. Вот мы читаем, как апостол Петр сказал Иисусу, когда увидел его преображенным, сказал: «Хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи». То есть как бы остаемся здесь, так здесь хорошо. Однако Иисус повелел им вернуться, спуститься с этой горы Фавора. Почему это так? Потому что христианство – это не иллюзорный мир, где нет страдания, нет трудностей. Наоборот, христианство – это свет, присутствие Господа в каждодневной, обычной, обыкновенной жизни. А потом мы слышим вместе с апостолами голос Отца, который говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушаете. Интересно, что этот голос не говорит о том, что вот вы все поймете, вот у вас не больше будет никаких проблем, вот вы будете жить замечательно. Нет ничего этого. Говорит только: Его послушайте. Слушать Иисуса означает слушать Его Слово, применить в жизни Его Слово и прежде всего Его новую заповедь: «Да любите друг друга». Также это означает доверяться Богу. Также означает дети прощать друг друга, помогать друг другу, говорить друг другу правду, не мстить никогда, молиться друг о друге, даже когда не очень хочется. Ученики, читаем дальше, пали на лица свои и очень испугались. Бывает и в нашей жизни. Но Иисус подошел к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Это тоже очень важно, потому что когда нам трудно, когда нам страшно, как раз Господь к нам подходит. Он приходит рядом именно когда трудно. И также и нам говорит: «Встаньте». Здесь, даже после каких-то ошибок, грехов, Он и призывает: «Встаньте». Итак, друзья, жизнь – это вечное путешествие. Мы иногда в этом путешествии бываем как и на Фаворе, когда действительно переживаем замечательные моменты созерцания, молитвы, единения с Господом, единства с нашими братьями и сестрами. Но все-таки должны очень часто спускаться из этой горы Фавора и вернуться в обычный мир, в обычные ситуации каждодневные. Господь нам не обещает легкой жизни, но показывает нам свой свет. И когда мы видим Его свет, мы сами меняемся. Ситуации, может, и остаются иногда сложно, но мы уже сами другие. И потому с новой силой мы можем преодолеть любые трудности. С праздником!